Разные цвета, форм-фактор вкладыши, легкие, марки, диодов нет. Подключаются быстро, есть поддержка управления жестами, а конкретно впервые в моей блогерской практике поворотом головы. И на борту aptX. Подумываете купить? Не спешите. Tube 463, всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые и краткие обзоры и подробные стримы с ответами на все ваши вопросы. Ставьте лайк за труды, подписывайтесь на канал с колокольчиком и пишите, что еще купить для обзора. И теперь тезисно о самых навороченных беспроводных наушниках-вкладышах от Mobvai TicPods 2 Pro. Приходит все в очень стильном исполнении. Слабость у меня к темным коробочкам с качественным принтом. Вся информация о наушниках расположена на картонной оболочке, которая снимается по принципу спичечного коробка. Потом вскрываем этот ларчик и достаем поступательно расписную брошюру с руководством по способностям наушников на английском языке. Кабель для зарядки бокса Type-C, бокс, наушники, общее руководство с характеристиками и гарантийный талон. Красочно, сочно, дорого. Но о функциях ушек чуть-чуть позже. Бокс очень похож на первую версию. Пришел мне испачканным. И да, спор я пока не открыл, но еще открою, возможно. Не особо приятно получать приличные наушники с таким вот штрихом. Беспроводной зарядки у бокса нет, в бокс заливается 430 мАч, но емкость на выходе, опять же согласно принта внизу, 180 мАч. Ушки потребляют в идеале 90 мАч по 45 в каждом. В итоге на практике у меня почему-то получилось перезарядить наушники в кейсе 3 полных раза. Математика здесь не работает, значит что-то не так в характеристиках на самом кейсе. В рекламе на сайте вообще цифры другие. Но для нас главное 3 момента. Пластик качественный матовый, марки и бокс весит 29 грамм. Размеры же бокса 70 на 30 на 19 мм. Цвета белый, розовый и синий. В руке держать удобно, наушники внутри не болтаются. Одной рукой бокс открывается, помещается в любой карман. Внутри, когда открываешь бокс, визуально все так, как выглядит в китайских подделках. Хотя для фиксации ушей здесь даже резинки завезли, и вроде бы все качественно. У бокса 2 диода индикатора заряда и сопряжения. Функциональная кнопка для активации режима сопряжения наушников внутри. Чтобы подключить уши, открываем бокс, скачиваем программу Mobvai и по QR-коду или просто по названию из маркета. Прога есть как на iOS-системах, так и на Android. При первом подключении нужно использовать программу. Можно, конечно, и без этого, но я советую с ней. Настроек в программе много, сами видите на экране, какие именно, перечислять их не буду. На некоторых остановлюсь чуть-чуть позже. Так что кнопка здесь нужна только для сопряжения с телефоном. И анимация, которая прекрасно работает в программе, лично у меня даже при нахождении программки в трее не работает. И в принципе и не должна, но обидно. То есть, чтобы увидеть заряд бокса, необходимо будет зайти в программу. А так, конечно, приятно. Почти как яблочные с яблочными. Только программа должна быть открыта. И здесь эта прога может работать с любыми девайсами, не только на iOS-системах. Заряд бокса можно увидеть в анимации, что, еще раз повторяю, довольно неплохо. У наушников в шторке тоже виден заряд, опять же у двух. Если у каждого по отдельности, нужно будет заходить в программу и смотреть, какой заряд у какого из наушников. Сами уши по типу вкладыши, слегка больше AirPods, так что если подсы у вас вываливались, эти ушки точно не будут. Все функции у ушей завязаны на собственные технологии искусственного интеллекта Mobvai, TicHear и TicMotion. TicHear позволяет вам управлять воспроизведением звука с помощью голоса, не используя слово пробуждение для вызова выбранного голосового помощника, будь то Alexa, Google Assistant или Siri. Это в идеале. У меня эта функция работала хорошо. Как именно она работала? Вы просто даете такие команды, как проигрывать музыку, предыдущая песня, или повесить трубку. Вы также вызываете своего голосового помощника, используя универсальное слово для пробуждения, если хотите. Просто скажите «Эй, Тика», или долго нажимайте на наушники и все готово. Но у половины англоязычных обзорщиков с этой функцией были большие проблемы. Я допускаю, что у них была первая партия этих ушек, да и прошивка у меня на месяц новее, чем у них как минимум. У них обзоры были уже давно. А вот такая уникальная TicMotion у меня работала через раз. Идея в том, что вы можете контролировать голосовые вызовы, перемещая голову благодаря датчикам движения. И это означает, что вы можете кивнуть головой, чтобы принять вызов, или потрясти головой, чтобы отклонить. Штука крутая, в жизни выглядит, правда, странно. И, наверное, они ее допилят до идеала чуть-чуть позже. Пока не зачет. Хотя работает. Но 9 раз из 10, что по мне довольно печально. Сенсор не ловит ложные нажатия, и это удобно. Как вы уже заметили, наушники здесь сенсорные, никаких кнопок нет. Наушники для таких объемов подозрительно легкие, 4,3 грамма весит каждый. Размером ушки 43 мм на 17 на 16. И это больше, чем любой премиум продукт. Для справки, на обзоре у меня сейчас самая продвинутая версия 2 Pro. Я решил
раскошелиться и купил самый топ. Отличается от обычной второй она наличием таких функций, как жесты, быстрые команды и пробуждающее слово. Плюс в этих наушниках стоит более продвинутый Bluetooth модуль версии 5.0 от Qualcomm, а именно Qualcomm QCC 5121. Поддерживают наушники кодек aptX и сделаны по мне довольно отвратно. Сумасшедшее количество швов, в которые моментально забивается всякая гадость. Наполовину глянцевые, и эта их часть сразу покрывается пылью. Дальше по ушкам полного заряда хватает на 2 часа 37 минут на 100% громкости, которую вы вряд ли, правда, сможете выдержать. Уши орут просто люто. Реально их слушать на 70%. Но при сотке хочу отметить, что шумов у них нет. Каши тоже, и отрабатывают они неплохо на максимальной громкости. Быстрая зарядка за 5 минут, час проигрывания не дает. Здесь чуть-чуть тоже обман. Но 36 минут после 5 минут зарядки уши отрабатывают. Опять же на 100% громкости, на 70% отрабатывают 42 минуты. Защита от влаги у наушников IPX4. Слабого дождика можете не бояться, а вот от сильного уже нужно бежать. Или прятать их куда-нибудь, где сухо. Посадка наушников мне понравилась, но тем, у кого маленькие ушные раковины, они будут неудобны. А еще в ушах есть акселерометр и гироскоп. Сенсор определения наушников в ушах отрабатывает, кстати, без нареканий. На паузу они встают без проблем, так же, как и воспроизведение включается потом без проблем, когда вы помещаете наушник обратно. Но помехи уши у меня при прогулках ловили, что довольно досадно. Задержки на YouTube нет, и даже в PUBG в них можно поиграть, пусть не с минимальной задержкой, которую в наушниках я встречал, но довольно комфортно. Шапку на них натягивать неприятно, да и сразу сильно ухудшается звучание. Ну а главный плюс для меня — это громкость можно менять сенсором, притом он с хорошим откликом. И еще без установки программки уши, конечно же, тоже можно подключить, я вам очередной раз это напоминаю, все стандартно. Включаете Bluetooth, открываете бокс, используете кнопочку и все так же спокойно через Bluetooth модуль подключаете напрямую, без проги. Но прогу лучше установить для обновления прошивки. Микрофон работает терпимо, на борту двойной микрофон с шумоподавлением. Звук по мне не идеален, но слушать вам, и вам также делать выводы. Можете послушать пример. Пример работы микрофонов TicPods 2 Pro. Помещение, абсолютная тишина, даже компьютер не работает. Ну, вроде бы работают они более чем хорошо, но опять же это помещение и практически абсолютная тишина. Тест работы микрофона TicPods 2 на улице. Довольно сильный ветер, я бы даже сказал очень сильный. До дороги метров 6 проезжают машины. Если вы меня слышите, значит микрофоны во всяком случае как минимум отрабатывают. Если слышите хорошо, значит шумодав с 2 микрами работает отлично. По звуку. В ушах 13-мм динамик, особая мембрана для низких частот, и это все дает чистое и громкое звучание. И если использовать встроенный в программу эквалайзер, звук можно подобрать под себя. Но в сравнении с последними моими топами, которые у меня были на обзорах, правда они стоят слегка дороже, у этих ушей менее объемное звучание. По мне им не хватает тепла и насыщенности, особенно в средних и низких частотах. С высокими все хорошо. Ну и напоминаю, что в любых вкладышах с низкими всегда все плохо относительно затычек. Хотя детализация конкретно у этих наушников на высоте. Цена у второй версии этих наушников $99 по ссылке в описании к видео. Напоминаю, что у меня была версия Pro. Версия Pro стоит на баксов 20 дороже, и смысла переплачивать, если вы по непонятным мне причинам прониклись этим продуктом, для меня опять же нет. Взмахи головы выглядят безумно странно. Резюмирую, своим подписчикам я эти наушники не рекомендую. Их первая версия внешне мне понравилась больше. Возможно из-за пластика, хотя она мне тоже не зашла, и там пластик был тоже не супер. Но этот вообще отвратный. Лично для меня у них довольно похабная сборка и довольно дешевый вид вблизи. Хотя признаю, что девайсов без недостатков просто не бывает, и у всех свой вкус. Тем более, если вы видели обзор на часы этой фирмы у меня на канале, вы понимаете, почему у меня такое к ним отношение. Но я не считаю, что оно предвзято, а на что отрабатывают, так и рассказываю. Не забываем лайк за труды, пишем, что еще вам будет интересно для обзора в комментариях, участвуйте в розыгрышах, условия которых также в описании к видео, ставьте лайк за труды, подписывайтесь с колокольчиком и приходите на стримы. На канале нет мата и рекламы, и всегда хватает критики. А это по мне главное, когда ты выбираешь вещь, которой будешь пользоваться больше недели. Девайс сюда или нет, польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья!